Представьте, что вы идете по снежному склону на высоте почти 4000 метров. Впереди вершина, за спиной несколько часов подъема, и вдруг нога уходит из-под вас. Дальше только скорость, снег, лед и полное отсутствие контроля над собственным телом. Именно это случилось с 31-летней женщиной на горе Шаста в Калифорнии. И то, что произошло дальше, объясняет почти все, что нужно знать о риске в горах для новичков. Причем объясняет не абстрактно, а через конкретную цепочку решений и совпадений, каждая из которых по отдельности выглядит мелочью. Случай очень интересный, свежий. Давайте с этим разбираться. Начну с места действия, потому что без него ничего не сложится. Шаста – это классический тип вулкана высотой 4322 метра, который выглядит как высокая, красивая конусообразная гора с крутыми склонами и кратером на вершине. Он является одним из самых заметных пиков хребта Каскад и находится всего в паре часов езды от крупных городов Северной Калифорнии, что делает его доступной целью для однодневной или двухдневной поездки. И именно поэтому эта гора стала своего рода воротами в альпинизм для тысяч людей без опыта. Каждый сезон сюда поднимаются толпы новичков, и в этом кроется ловушка. Доступность совершенно не равна безопасности. Это два разных параметра, которые люди почему-то постоянно путают. Маршрут называется Avalanche Gulch и является одним из самых популярных путей к вершине именно потому, что выглядит логично и просто. Иди вверх по снегу, никакой сложной веревочной техники, никаких отвесных скал. Но простота обманчива, и через пару минут вы поймете почему. Итак, воскресенье, 28 июня 2026 года, женщина поднимается по одной из разновидностей этого маршрута под названием Left of Heart вместе с двумя другими новичками. Это не отдельный самостоятельный путь, а локальное ответвление от Avalanche Gulch. Просто линия этого маршрута проходит чуть левее скального участка под названием Харт и огибает его с другой стороны. То есть даже внутри главного маршрута, который считается стандартным, есть свои развилки и нюансы рельефа, разницу между которыми новичок просто не способен оценить. Три человека без серьезного опыта в высотном восхождении идут по крутому снежному склону. На высоте около 3960 метров девушка вдруг неожиданно теряет равновесие. И с этого момента начинается вся цепочка событий, которая определит следующие 5,5 часов для ее жизни. Но сейчас надо остановиться и разобрать один термин, потому что без него будет сложно понять, почему падение получилось таким длинным. В альпинизме есть понятие самозадержания, это называется self-arrest, когда человек срывается на крутом снегу и должен буквально за секунды перевернуться на живот, вонзить ледоруб в склон и остановить скольжение силой собственных рук. Этому специально учат перед серьезным восхождением, и этого навыка очень часто не хватает у новичка. В теории это звучит просто, а в реальности требует автоматизма, который появляется только после тренировки. Судя по всему, самозадержание здесь не произошло, и склон сделал то, что делает всегда с человеком, который не может себя остановить. Он просто продолжал тащить ее вниз, а тело набирало скорость. Девушка проскользила почти 460 метров по вертикали от отметки 3960 метров и до отметки 3505. И здесь опять один важный момент, который стоит нам проговорить, потому что цифра звучит пугающе и очень легко себе представить какое-то свободное падение с обрыва. Но на деле все, конечно, было не так. Представители лесной службы позже объяснили, что верхняя часть склона
очень крутая, но ниже рельеф постепенно выполаживается, становится более пологим. То есть человек не летел по воздуху, а скользил, ударяясь и переворачиваясь по снегу и по льду. И именно этот пологий участок внизу, судя по всему, спас жизнь, погасив скорость естественным образом за счет трения и постепенно снижающегося угла склона. Дальше начинается вторая часть истории, не менее важная, чем само падение. Один из спутников этой группы среагировал быстро и спустился вниз, чтобы позвать на помощь. А рядом по счастливой случайности оказался еще один альпинист, который остановился и оставался с пострадавшей все время до момента прибытия спасателей. Примерно в полдень горным рейнджерам лесной службы поступил вызов о помощи. Эти ребята круглый сезон дежурят именно на этой горе совместно с Калифорнийской дорожной патрульной службой, у которой есть свой вертолет. Казалось бы, долететь и забрать пострадавшую прямо со склона можно за считанные минуты, но гора несла свою поправку, причем весьма ощутимую. Облачность оказалась настолько плотной, что по воздуху было просто невозможно подойти к самой точке падения. И представитель авиационного подразделения позже подтвердил, что именно погода и осложнила всю операцию. Логика реального спасения в горах отличается от того, что показывают в кино. В итоге рейнджеры высаживаются ниже по склону и дальше идут пешком вверх по тому же опасному снегу, чтобы просто физически добраться до пострадавшей девушки, пока техника ждет своего окна, чтобы прилететь сквозь облака. Это занимает достаточно много времени, всего от первого звонка до момента, когда вертолет наконец смог ее забрать, пройдет около 5,5 часов. Удивительно во всей этой истории вот что. Когда рейнджеры наконец добрались до женщины, она была в сознании, разговаривала и находилась в хорошем расположении духа. У нее подозревали перелом правой лодыжки, ряд других травм, соответствующих падению с такой высоты, но ни одна из них, к счастью, не оказалась критической. Альпинистку закрепили на специальных носилках и спустили к ровной площадке озера Хелен на середине склона, которую используют специально для таких эвакуаций по воздуху, и ближе к вечеру она была доставлена в больницу. Здесь напрашивается очень логичный вопрос. Как вообще можно было проскользить почти полкилометра по снегу и остаться в сознании без перелома позвоночника, без серьезной черепно-мозговой травмы и так далее? И в ответ упирается не только в рельеф и удачу. Специалисты, которые работают на горе, отмечают, что подобные срывы случаются регулярно именно в этот период сезона. Апрель, май и начало июня считаются самым безопасным временем для восхождения, потому что снег еще держит форму, и он достаточно мягкий, чтобы погасить скольжение. А вот дальше, ближе к июлю, он начинает таять днем и превращаться в твердый лед ночью. Камни оттаивают и вылезают из-под снежного покрова, и именно в эту переходную фазу количество срывов резко растет. То есть один и тот же маршрут в мае и в конце июня — это фактически два разных маршрута по уровню риска. Хотя выглядят они абсолютно одинаково для человека, который поднимается впервые. Лесная служба после этого случая выпустила очень довольно-таки жесткое заявление. Я его перескажу вам своими словами. Шаста — это среда для высокогорного альпинизма, а не место для обычной прогулки. Даже опытные люди здесь сталкиваются с резкой сменой погоды, крутым снегом, льдом, камнепадом и другими опасными условиями для падения. Но отдельно важно подчеркнуть даже не это, а мысль, которая является ключевым советом для любого новичка. Перед любым восхождением нужно предельно честно оценивать собственный опыт и физическую подготовку, а не думать о себе то, что хочется. Стоит также добавить к этому всему контекст, чтобы вы понимали масштаб проблемы и не восприняли этот случай, эту историю, как единичное происшествие. Отчеты фиксируют
достаточно постоянные падения на этом участке у ориентира под названием Харт. Один из случаев описывает 53-летнего альпиниста, который отделился от группы и подскользнулся ровно в этом месте и не смог сделать самозадержание и проскользил около 300 метров, что тоже немало, пока двое других буквально не бросились ему на перерез, чтобы остановить. Он выжил, но выжил с черепно-мозговой травмой и травмой лица. Другая запись этого же сезона фиксирует уже 60-летнего мужчину, который упал головой вперед и проскользил вниз 240 метров, прежде чем его остановили. И он тоже с положительным исходом, но с одним нюансом: мужчина пробыл без сознания целых 5 минут. В этом же сезоне 27-летний парень сорвался при спуске именно по этому маршруту, после того, как его группа решила, что условия достаточно плохие, чтобы идти в связке. И он решил спускаться самостоятельно, не дожидаясь веревки, и никто не видел, что случилось дальше. В итоге его нашли без сознания и с травмами головы. Такое случается здесь не только с альпинистами. В этом же сезоне 23-летняя девушка сломала бедро, проскользив 150 метров во время подъема на лыжах к озеру Хелен. А 39-летний лыжник проскользил 180 метров и получил перелом ребер, причем оба случая произошли в те дни, которые рейнджеры описывали как гладкий и ледяной покров. Разный вид спорта, один и тот же склон, один и тот же механизм каждый раз. Человек теряет контроль, на твердом снегу не имеет способа остановиться до того, как это не сделает за него гора. То есть закономерность сохраняется. И это не редкие аномалии, а, так сказать, предсказуемая цена сезона. Только за один прошедший год здесь было 9 отдельных спасательных операций. И ведущий рейнджер, который работает на этом пике больше 20 лет, сформулировал это очень четко. Они стараются доносить принципы безопасного альпинизма, но выбивать хоум-раны весь день напролет просто невозможно. Иными словами, никакие таблички, никакие разрешения полностью не компенсируют количество неопытных людей, которые каждые выходные сезона идут на полноценный альпинистский маршрут. Женщине, о которой мы сегодня говорим, в буквальном смысле повезло с географией склона под ногами и людьми, которые оказались рядом. Что можно вынести из этой истории, разложив ее на практические уроки, а не просто удивиться цифрам? Первое – это технически простой на вид маршрут не равен безопасному маршруту, особенно в высокогорье, где рельеф и погода меняют правила игры каждую неделю. Второе – навык самозадержания на снегу – это обязательный минимум перед любым восхождением такого уровня, и его нужно тренировать заранее, а не надеяться на инстинкты уже в момент падения. Третье – сезон имеет значение не меньше, чем сам маршрут, и одна и та же тропа в разные недели представляет совершенно разный уровень опасности, хотя на фотографиях выглядит одинаково привлекательно. И четвертое, пожалуй, самое человеческое из всех: даже при соблюдении формальностей, наличии разрешений и правильного снаряжения, честная оценка собственного опыта остается тем фактором, который чаще всего игнорируют перед восхождением, потому что признаться себе в нехватке навыков психологически труднее, чем купить ледоруб и кошки. На этом месте я хочу закончить не выводом, а вопросом, потому что мне кажется, он гораздо интереснее любого морализаторства, так сказать. Если бы вы стояли у подножия склона и видели перед собой ту самую вот тройку новичков, которые собираются идти наверх, зная все, что вы теперь знаете про сезон, про самозадержание и про то, как быстро простая прогулка по снегу превращается в скольжение в полкилометра, что бы вы им сказали в глаза? И главное, если бы кто-то это сказал вам самим перед вашим собственным первым серьезным восхождением, послушали бы вы его или тоже решили, что с вами ничего подобного
не произойдет. На этом все. До следующего выпуска и пока.